Этот фильм об истории одного рекорда, о саратовском силаче Владимире Кравцове, которую рассказал нам его друг. Я Сергей Бадюк. У меня масса дел, увлечений, профессий, но всегда, везде и для всех. Я прежде всего был качком. Тренируюсь у себя дома, оборудовал под тренажерный зал одну из комнат. Здесь мне никто не мешает, не отвлекает. Мой тренажерный зал – это место, где я отдыхаю от роя будничных забот. В тот вечер я несколько переоценил свои силы. А если просто по-нашему, по-качковски, то меня тупо придавило. К счастью, домочадцы были на месте. Меня спасла няня моего ребенка. Стоп! Сынок! Позови маму! И няню позови! Выбравшись из-под штанги, я решил проконсультироваться по тренировкам у чемпиона и рекордсмена мира по жиму штанги лежа, а также своего близкого друга Владимира Кравцова. Пока я ворочал железо, дядя Вова, как его уважительно называют в качковской среде, устраивал свою личную жизнь. Кстати, дядей Вовой окрестил его я. Как выяснилось, не всем в Саратове нравится поведение друга Арнольда Шварценеггера. И красот. Ну я. Да, Серег, слушаю тебя. Привет. Слушай, Вов, такой вот вопрос. Я все по программе делаю, ну все как обычно, силы вообще нет. Что делать-то? Серег, ты извини, я от этой темы отошел уже давно. Чего? И зал-то забыл, когда ходил последний раз. Ну а тренировки-то нафига забросил? А что, серьезно что-то у тебя стряслось? Да нет, серьезного у меня ничего нет. Наоборот, все несерьезно. Ой, приезжай, потренируемся вместе. Что ты дурака валяешь? Слушай, а можно мне у тебя недельку погостить? На недельку нужно из города исчезнуть, да и по столице погулять не мешает. Да приезжай хоть на месяц. А со штангой-то мне что делать? А ты по этому поводу Касату позвони, у него лучше голова соображает. Ладно, давай, я позвоню Касату, а ты приезжай, мы с тобой поговорим еще. Пока, Серег, извини. Счастливо, Вов, не грусти. Приезжай поскорее, я тебя очень жду. Соображающий Касат тем временем рулил из своего офиса домой. Большой соревновательный опыт плюс отличная теоретическая база, Касат по образованию биофизик, сделали его спецом по части тренировок железом. Но, кажется, я не совсем вовремя ему позвонил. Да, запарковался. Привет, Сергей Николаевич. Алло, Касат, не спишь? Да какой сон? Уснешь тут. Слушай, у меня сегодня по плану было 220 килограмм, причем неделю назад сжал, а сегодня вообще сил нет. Что подсказать? Жим? Какой жим? Тут одни потрясения. Вот в ДТП попал. Что? Сотрясение от ДТП? Ты скорую вызывал? Кстати, да. Скорую сейчас надо будет кому-то вызывать. А по тренировкам ты Вове позвони. Я там завязал. Я перед тем, как тебе перезвонить, звонил Вове, и он мне, извини меня, ту же пургу прогнал. Как у него дела-то? Приедет, сам расскажет. Давай, брат, удачи тебе. И насчет тренировок подумай хорошенько. Я считаю, тебя рано со спортом завязывать. Подумай хорошо. Давай, Касат, удачи. Мы тебя ждем. Пока. Рад был услышать. Происшествие в ночном клубе не помешало дяде Вове вернуться домой с молодой и красивой девушкой. Для соблазнения дам старый ловелас, как обычно, использовал свой старый проверенный прием. Везде по квартире он раскладывал журналы с фотографиями на обложке, своими, естественно. Медали, кубки. Этот прием действовал безотказно. Я уж тебя заждалась. И в этот раз все пошло по старой схеме. Ты что, знаменитость какая?
Да какая знаменитость, так, спортсмен. За каждой медалью, за каждым кубком стояли месяцы кропотливой работы. За каждой победой была эйфория. Что дальше? Что может заменить вот эти ощущения? С такими грустными мыслями дядя Вова унесся прочь от амурных переживаний. Что-то я устал сегодня. Утомленный долгим оформлением ДТП, Касат наконец-то добрался домой. С виду он, конечно, больше напоминает охранника, но это ровно тот случай, когда внешность обманчива. Касат – выпускник физтеха и сейчас занят в сфере нанотехнологий и инновационных проектов. Вот так вот. В то же время за его широкими плечами приличное количество побед в жиме лежа. Когда-то вместе с дядей Вовой они изрядно посотрясали соревновательные помосты и потоптали пьедесталы. Теперь же работа полностью поглотила Касата, и в тренажерном зале он гость нечастый. Но сегодня мой звонок и затерявшиеся в диване награды заставили его вспомнить те годы, когда на первом плане были не мудренные научно-технические проекты, а простая и понятная физическая сила. Смотри, какие были орлы. Туда смотри. Гоблины. Были руки мои крепче, да темнее голова. И напрасно память шепчет позабытые слова, что будили раньше бури в буйном сердце озорном. Бури все уже продули, штиль оставив за окном. И за золото мерцанием меркнет золото побед, над железными весами их весомей тяжесть лет. Вова, недолго думая, принял мое приглашение и приехал в Москву, оставив все свои проблемы в Саратове. О, как? Здорово, Серега. Пустишь товарища? Только без меня в холодильник не ходим. Не обещаю. Ну, понятно. Как в прошлый раз, да? Ты знаешь, Серег, я тут пока ехал, подумал, а может мне и вправду рано со спортом завязывать. Здоровье вот есть, все вроде нормально. Давай мы сейчас покушаем. Я позвоню Касату. Давно его не видел. Сегодня пробок особых нет, он подъедет и вечером потренируемся вместе. Пойдем. Пока мы с Вовой обедали и вспоминали былые подвиги, успел подъехать и Дмитрий. Такие совместные тренировки у нас бывают нечасто, но тем веселее они проходят. Главное для нас в этот момент, конечно же, не поднятые килограммы, а общение. Дядя Вова поведал нам о причинах своего визита в Москву. Без женщины тут, конечно же, дело не обошлось. Ну а Касат рассказал нам о своих новых проектах. Оказалось, что от спорта он отошел не полностью. Качок. Подвальный! Прекратив выступление, Касат реализовал себя как организатор соревнований. И он пригласил нас с дядей Вовой на проводимый им чемпионат мира среди профессионалов по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, вордлифтинг. Ну что, жду вас на вордлифту. Приглашение мы приняли. На вордлифтинг я немного припозднился, и смотреть соревнования мне пришлось стоя. Мест свободных совершенно не было, что и неудивительно. Ведь на сцене в этот день была элита мирового жима и пауэрлифтинга. А дядя Вова гордо восседал в кресле главного судьи. Помимо прочих рекордсменов и чемпионов на турнире присутствовал давний соперник дяди Вовы, огромный венгр Лазло Межараш. В 2009 году на Нутроспорт Элит Кап дядя Вова первым в Европе пожал без экипировки 300 килограмм. Но ровно через неделю венгр повторил его результат. В спорте мало повторить. В спорте надо превысить, что и попытался сделать Лазло Межараш. Через полгода на чемпионате Европы в Москве Лазло Межараш пытается снять рекорд дяди Вовы. Неудачно. Прошло еще полгода, и огромный венгр пытается в третий раз снять рекорд дяди Вовы. На штанге всего на 500 граммов больше, но этого достаточно. Зал притих. Дядя Вова напрягся.
Лазло Межараш выглядит непробиваемым, как танк. Посмотрим, что у него получится. Да, затруднений этот вес у Межараша не вызвал. Теперь он абсолютный рекордсмен Европы, а рекорд дяди Вовы ушел в историю пауэрлифтинга. Соперники поздравляют друг друга, но что скрывают их улыбки? Сегодня на первой ступени пьедестала Лазло Межараш. Сегодня он самый сильный в мире. А дядя Вова – бывший чемпион, бывший рекордсмен, бывший спортсмен. После соревнований я пригласил своих друзей к себе на чай с плюшками. Кто сказал, что качки не едят плюшки? Едят, да еще как. Дядя Вова сидел насупленный и сосредоточенно уничтожал провиант. Журой, ты чего? Всякий раз, когда мы возвращались к новому рекорду Лазло Межараша, Вова сопел и говорил: на пределе он жал, точно говорю, на пределе. Было очевидно, что Межараш зацепил нашего товарища. Но насколько сильно? Мы с Касатом поспорили, что Кравцов в ближайшее время начнет готовиться побить рекорд Лазло. Я был уверен, что Кравцов посопит, но на помост не пойдет. Касат же уверял меня, что Кравцов уже начал подготовку. Не зря же, мол, он с таким аппетитом лопает. Верный признак. Между тем, пока мы с Касатом спорили, дядя Вова нашел, чем поживиться в моем холодильнике. Любимое лакомство настоящего подвального качка – протеиновый коктейль из сырых яиц. Эх, хорошо пошло. Вообще про прокорм дяди Вовы стоит рассказать отдельно. Возьмем среднестатистического российского мужчину. Куда он идет, попав в супермаркет без супруги? Первым делом, естественно, в отдел слабоалкогольных напитков. Пиво. Какой же вечер без пива у телевизора, с футболом, без закуски? Это практически как свадьба без драки. А если впереди выходные, то под финиш для хороших сновидений можно взять и что-нибудь покрепче. У дяди Вовы Кравцова подход совершенно иной. Первым делом он направляется в отдел молочных продуктов и покупает 3-5 литров хорошего молока, а потом набирает несколько десятков яиц, чтобы хватило на пару дней. Вообще бытует мнение, что рынок Саратовской области, рынок яиц, поддерживается исключительно Кравцовым. Я думаю, что преувеличение в этом есть, но незначительное, потому что цыпочек он очень любит. Эх, цыпочки. Актуальнейшая тема для качка. Кстати, что это он потащил в свою корзину? А Касат-то не ошибся. По приезду домой Вова начал подготовку. На чемпионат Европы среди профи Евролифтинг он запланировал свой новый старт и новый рекорд. Впереди его ждали месяцы тренировок, месяцы кропотливой борьбы за каждую крупицу силы, которая в итоге должна была превратиться в глыбу нового рекордного веса. Кравцов готовился, а Касат расписывал тренировки. Я не родился самым сильным, я родился самым настырным. Такова уж человеческая сущность, такова уж мужская сущность, что нам всегда мало тех побед, которые мы одержали. Нам всегда хочется новых эмоций, новых побед, новых завоеваний. Мужчина по природе своей такое существо, что ему необходимо самоутверждаться. Многие люди самоутверждаются в спорте, я в том числе. Можно было бы устанавливать свои рекорды в зале для себя, но это совершенно не то. Те эмоции, тот адреналин, который выплескивается на соревнованиях, это чувство, которое возникает на помосте, когда ты соревнуешься с сильными соперниками, с достойными. Это чувство, возникающее, когда ты побеждаешь, стоишь на высшей ступени пьедестала. Это невозможно описать, это надо почувствовать. И тот поединок, который нам предстоит с Лазло Межарашем, то предвкушение борьбы с сильнейшим человеком в мире, оно заставляет каждый раз идти в зал, каждый раз напрягаться и тренироваться с утроенной энергией. Нужно работать не только в тренажерном зале, нужно работать на улице, дома, на кухне, когда ты спишь, когда ты ешь. В общем, все 24 часа ты должен подчинить своей жизни этой цели. Сделать все,
чтобы стать самым сильным. Я очень хочу выиграть. Я сильно хочу выиграть. Я выиграю. С такими мыслями Вова начинал готовиться на евролифтинг. День за днем, тренировка за тренировкой. Несколько месяцев режима полной сосредоточенности на результате от решения от внешних проблем и суеты. Попробуй, вот пропасть, вот край, вот здесь та граница, игра смысла в разнице слов. Веселиться, веселиться, и кажется, самоубийца вовсе не тот, кто хочет убиться, а тот, кто при жизни не смог с мыслью о смерти смириться. Жаль не верить, что мир справедлив, нас всех унесет водослив. Но даже кидаясь с моста, не забыть, как смеется мечта. А мечта с небес тебе будет волком петляя крушит, клочья рвет твою жизнь. Мечта ведет к беде, она как кровь, что в нас с тобой бежит. С каждым днем приближался выход на помост. До соревнований оставалось пара недель. Времени на подготовку было все меньше и меньше. Да, в тот вечер дяде Вове было над чем задуматься. Последняя тяжелая тренировка должна была показать вес, который он выставит на соревнованиях. Но чудес было ждать неоткуда. Че-то, дядя Вова, силы у тебя в руках сегодня маловато. А ты что думаешь, я ее руками поднимаю, что ли? Не, братан. Такой вес под силу только характером поднять. Жим лежа – спорт очень напряженный. С одной стороны, особой техники от спортсмена не требуется. Движение довольно простое, незамысловатое, но за внешней простотой скрывается, как это часто водится, коварство. Основное время соревнований занимает разминка и отдых между попытками. А сами попытки скоротечны, молниеносны. И в те несколько секунд, которые, собственно, и занимает жим, спортсмену необходимо выложиться на 100%. Вы видите, как спортсмен поднимает вес. В первой попытке легко, во второй вес на штанге растет, и подъем уже тяжелее. А в третьей уходят все силы. И если хотя бы на одной из попыток ты допустил ошибку, то уже ничего следующими попытками не исправишь. Это особенность работы на больших весах. А вся суть этого вида спорта в том, что максимум силы человек может развить только один раз за всю свою соревновательную подготовку. В это трудно поверить, но это факт. Если ты максимально выложился, то во второй раз, во вторую попытку сил будет меньше. Ни 10 минут, ни полчаса, ни даже неделя отдыха силу в полной мере уже не вернут. К новому потолку силы будет нужна новая соревновательная подготовка. И получается, что месяцы тренировок и режима необходимо только для того, чтобы на пару секунд неимоверного напряжения быть самым сильным человеком. И ради этого мига собрались зрители, суетятся фотографы и операторы, все ждут. Малейшая ошибка с весом или техникой в любой из попыток поставит на рекорде крест. Ошибиться нельзя. Веса уже слишком большие. Ошибка отнимет силу. Нужно на 100% чувствовать свою форму. Ни в коем случае не терять концентрацию на помосте. Но даже если ты оптимально распределишь силы на первых попытках, то не факт, что обойдешь соперника в тактике. Есть еще один подвох. Да, пусть первые две попытки – это разминка перед третьей, но ведь и результаты этих двух попыток идут в зачет. И есть соперники, которые могут попытаться опередить тебя, не дожидаясь третьей попытки. Третья попытка может быть удачной, а может быть и провальной. Заранее никто этого не знает.
И если ты уступишь во второй попытке, а после в третьей, решающей, не сможешь показать свой максимум, то твой соперник, сумевший выложиться во второй попытке и опередить тебя на ней, он выиграет. На сленге пауэрлифтеров это называется загнать на веса. Так что борьба на помосте идет не только со штангой, но и тактическая, с соперником. Задавить своей уверенностью, где-то пойти ва-банк, рискнуть, а где-то осторожно идти по весам следом за более тяжелым соперником. У каждого своя тактика. Да и к каждому сопернику нужно подбирать свой ключ. Здорово, Касат. Да, Вов. Тут что-то не так у нас с тобой пошло. На 290 подход сделал, не выжил. Все как обычно шло. Первый подход по плану, второй подход по плану. Третий 290 повесил. Наполовину выжимаю, все. Все никак вообще. Мышцы как пустые. Как пустые мышцы. Как я на 15 килограммов за 2 недели результат прибавлю? Это да, никак. И рекорда не будет. А от тебя все 301 ждут минимум. Вот и думай, стоит тебе выходить и показывать меньше. Касат, гад, я же тебе позвонил, чтобы ты меня приободрил, что-нибудь придумал, а ты... А что тут выдумаешь-то на 15 килограммов на твоем уровне? Да за 10 дней. Тут 2,5 ты хорошо, а ты 15 хочешь. Я же тоже не волшебник. Ну, понятно. Понятно. Вов, я, конечно, подумаю, может, что и выйдет. Но и ты подумай, ты чемпион. Это уже без вопросов. И стоит ли тебе выходить и рисковать своей репутацией? Здорово, Володь. Здорово, пацаны. Как дела? Ну, ничего, нормально. Поехали с нами в сауну. Не могу, только не сегодня. Я через 2 недели соревнования ответственны. Нет, сегодня не... Да брось ты, поехали. Не. Да поехали, у нас там все готово. Бросай сумку в багажник. Погнали. Поехали. За традиционными для бани мужскими байками и прибаутками Вова поведал друзьям о своих переживаниях. Рассказал им о сегодняшней тренировке, о турнире и о своих сомнениях. Вов, а рекорд-то будет? Будет. Но не в этот раз, похоже. Слышь, Кент, не подскажешь, как пройти к ДК культуры? А я откуда знаю? Спросите кого-нибудь еще. Блин, понаехали здесь, не знают ни хрена. Спорт это на таком уровне иногда это просто лотерея. Я вот сейчас ему запрещал просто наклоняться даже за дисками, потому что я знаю, что здесь может что-то хрустнуть, потянуться, что-то не так произойти. Я болею за Кравцова, но я с огромным уважением отношусь ко всем спортсменам, кто приехал на эти соревнования. Грубой поступью каменных мышц на помост идут гладиаторы. И смотрят на них тысячи лиц и продают тотализаторы. Победитель поднимется королем на пьедестал без сомнений, а побежденный уйдет рабом сочувствия и утешений. Мой большой друг и просто хороший человек. Владимир Кравцов! Вот, смотри, наш саратовский. Вот и настал тот момент, ради которого было потрачено столько сил, эмоций, переживаний. Момент рекорда. О чем он думает сейчас? Уверен или сомневается, куражится или боится? Кем он уйдет сегодня? Победителем или побежденным? Штанга и атлет. Ей все равно, на его эмоции, цели, амбиции, а ему надо поднимать. Аплодисменты!
Тишина! 29 мая 2011 года на помосте чемпионата Европы среди профессионалов Евролифтинг Владимир Кравцов установил новый абсолютный рекорд Европы – 301 килограмм. Но мечта с небес теперь ходит вулкан, петляя, кружит, в клочья рвет твою жизнь. Мечта ведет к беде. Она как кровь, что в нас с тобой